Недавно я вернулся из Стокгольма, где была презентация моей книги «Четвертая политическая теория», изданная на английском. Сейчас она переведена на разные языки, на португальский, французский, фарси, испанский, сербский, и выходят одновременно в разных странах. Вот английская презентация состоялась недавно, и я могу сказать, что она вызвала очень большой интерес. В чем актуальность четвертой политической теории? Четвертая политическая теория основывается на том принципе, что три классические идеологии, которые существовали в XIX и XX веке, это либерализм, первая политическая теория, марксизм, коммунизм, вторая, и так называемые идеологии третьего пути, к которым принято относить национализм, фашизм, национал-социализм и другие, все они в течение последних десятилетий XX века сошли на нет. Ну, что касается фашизма, понятно, он появился позже и после 1945 года был побежден. Хотя некоторые исследователи считают, что отголосками фашизма в третьем мире являются баасистские движения, арабский национализм, Нассер и его последователи. Так вот, все эти режимы, даже в третьем мире, которые еще несколько десятилетий существовали вплоть до сегодняшнего дня, среди арабских стран, исчезают. То есть третья политическая теория разрушена, исчезла с лица земли. Вторая политическая теория рухнула в 1991 году, когда пал Советский Союз, Восточный блок, и остатки ее на Кубе, например, в Вьетнаме или в Северной Корее тоже, в общем, не представляют собой некоторого расцвета, или, по крайней мере, это даже не зародыш коммунизма и социализма, скорее последние его отголоски, так же, как вот режимы третьего пути. И либерализм, последняя идеология, которая, казалось бы, побеждает, которая выдержала дуэль с фашизмом и с коммунизмом, справилась с одним и с другим, победила, но сейчас она находится в глубочайшем кризисе, потому что классическая демократия, представляющая власть большинства, уступает на глазах места, она уже сегодня уступила место новой демократии, которая означает власть меньшинства над большинством, защита меньшинств перед лицом такого склонного к тоталитаризму, авторитаризму большинства. Меняется сама семантика демократии, меняется само представление о либерализме. Если раньше либерализм, он находился в рамках рациональной традиции, то есть считалось, что каждый индивидуум, который должен получить свободу, будет действовать ответственно и рационально, то сегодня в постмодерне либерализм подвергается эрозии, растворению. То есть на самом деле утверждается, что сам разум и само общество является тоталитарными институтами, поэтому человека надо освободить полностью от всех рациональных стратегий поведения. Рассудок сам по себе есть нечто фашистское или там сталинское, поэтому надо освободить органы от контроля мозга, каждая часть тела должна действовать самостоятельно, свободно, ни от кого независимо. И, соответственно, конечно, вместо человека, которого предполагалось освободить, сегодня освобождают уже отдельные органы от человека. То есть либерализм переходит в свою нигилистическую, постмодернистскую стадию, и, конечно, на уровне политической идеологии, которая могла бы по-настоящему мобилизовать мировое сообщество или даже отдельные страны, уже не может выступать в этой роли. Кризис либерализма, об этом говорят все, в первую очередь, сами либералы. И вот основная идея четвертой политической теории в том, чтобы предложить новую модель за пределами либерализма, коммунизма и фашизма. Причем строго за их пределами. На самом деле сразу никто не верит, потому что считают, что что-то мы пытаемся сказать, либо протащить одно, либо другое, либо третье. А поскольку либерализм сегодня есть, а фашизма и коммунизма нет, естественно, первое, что в голову приходит, что это на самом деле какие-то наследники второй и третьей политических теорий, которые создают специальную такую, как бы тумана напускают для того, чтобы атаковать своего извечного врага, либерализм. На самом деле это не так. Четвертая политическая теория – это абсолютно искреннее приглашение построить альтернативную политическую теорию не на принципах ни либерализма, и это понятно, ни коммунизма, это очень важно, и не фашизма. Все эти три идеологии, которые были противоположны друг другу, в истории всех их объединяла принадлежность к модерну, к эпохе нового времени, к вере в прогресс в том или ином ключе. И вот все это, по сути дела, предлагается в четвертой политической теории преодолеть, сделав шаг в другом направлении, в другую парадигму понимания общества, истории, человека и так далее. Сразу возникает вопрос, а кто же будет субъектом этой четвертой политической теории, к кому она обращается? Почему? Потому что в либерализме субъектом является индивидуум, в коммунизме класс,
в идеологиях третьего пути, либо государство, как в итальянском фашизме, либо раса, как в национал-социализме Гитлера. Соответственно, сразу четвертая политическая теория отвечает: не индивидуум, перечеркивается индивидуум, не класс, перечеркивается класс, не раса и не национальное государство, перечеркивается раса и национальное государство. Никто из них не является субъектом этой четвертой политической теории. Хорошо, мы освободили пространство. Ну а кто? Ну кто-то должен или что-то должно быть, не может быть ничто, например. Я предложил такой ответ. Это Дазайн. Дазайн — это категория Хайдеггера, которая не является ни индивидуумом, ни коллективом, ни классом, ни государством, ни расой. Что Дазайн — это некоторое присутствие в мире, очень специфическое присутствие в мире, которое еще не знает присутствия кого. То есть это корень человеческой экзистенции. То есть мы, прежде чем мы осознаем, что мы там люди, что мы члены государства, члены общества, богатые или бедные, принадлежащие к такому народу, этносу, культуре, религии, до этого необходимо, чтобы было что-то. Вот некий корень нас самих, который воспринимает то, как Хайдеггер это описывает, то, что он заброшен, Geworfenheit, свою заброшенность, свое присутствие в мире, как бы в момент озарения определенного осознает очень остро. Но вот это присутствие в мире есть, Дазайн, а всего остального пока над ним не надстроен. Это базовая, коренная человечность, которая лежит в Дазайне, она на самом деле сегодня в нашем мире и исчезает. Она растворяется и распыляется в виртуальных пространствах, в коммуникациях, в технологиях. То есть мы утрачиваем последнее, что делает человека существом экзистирующим. Вот четвертая политическая теория становится на защиту Дазайна, на защиту возможности аутентичного экзистирования этого Дазайна. И выстраивает свою программу в жесткой оппозиции тем отчуждающим этот Дазайн от самого себя структурам, которые мы видим вокруг. То есть это революционная, критическая, нонконформистская политическая идеология, которая, по сути дела, направлена против того хлама, против того техноцентризма, против того предельного отчуждения человека в обществе спектакля, который развертывается вокруг нас и уже не имеет четких идеологических характеристик. То есть это политическая идеология, направленная против радикальной деполитизации и дегуманизации окружающего нас мира. Сам Хайдеггер называл то, что происходит сейчас, планетер идиотизмус, потому что идиот по-гречески — это тот, который имеет только одно — частную собственность. Это идентично само себе гражданин мира, космополит. Планетар идиотизмус — это не ругательство, это такое определение человека глобализма, который на самом деле полностью утрачивает какую бы то ни было связь с корнями своего собственного бытия. И вот сегодня такой технологический космополит является нормативом цивилизации. Против этого технологического космополита направлен укорененный Дазайн. Но Дазайн, присутствие в мире, в разных культурах оформляется по-разному. И даже корни этого Дазайна различны в разных культурах. Соответственно, четвертая политическая теория обосновывает необходимость многополярного мира, диалога цивилизаций, где каждый элемент из этого ансамбля, мозаики мира может развиваться самостоятельно, структурировать свои ценностные, социальные, политические, философские системы в рамках районирования философской географии, осуществляемой свободно, независимо и в постоянном контакте и согласии с этим экзистенциальным дном бытия, с тем, что лежит в основе человека. Вот приблизительно каков контекст этой экзистенциальной политики. И, конечно, тот интерес, который к четвертой политической теории проявляется в самых разнообразных спектрах, уже далеко за пределами России, а во всем мире, на мой взгляд, мне внушает большой оптимизм. Это пока лишь приглашение, это никакая не догма, это никакое не окончательное решение, это не ответ. Это правильно поставленный вопрос, четвертая политическая теория. Но по силу того, что это просто вопрос, ответы на него, в общем, только приветствуются, и разные версии, и размышления в этом направлении. И как приглашение была воспринята презентация этой книги, появление на английском языке. И я думаю, что на это приглашение, вот как я вижу, откликается все больше и больше людей из всех точек мира. На самом деле проблема есть не только у нас, естественно, не только у нас. Проблема в том, что Европа стремительно утрачивает свою идентичность, Америка утрачивает свою идентичность, не может найти свою идентичность в азиатский мир, который как бы в тисках между модерном и традицией захвачен. Все ищут выхода, и четвертая политическая теория предлагает сделать это всем вместе.